Это не так делается, блядь, а вот так, дай! Вот так! Едем в Мармарис принимать яхту для участия в Göcek Race Week. Подписываем бумажки и идем отмокать на пляж после перелета. Это суббота, день приезда на регату. Вот это вот черненькое стоит, это вот наша яхта. И здесь получается вот такой прям классный пляж. Гуси, утки и вот такие вот здесь шезлонги. Все прям кайфово, людей нет. Это вам не анталийские резорты. Вот наши испанские магнаты. Ну что, по красоте тут вообще, да? Да, вообще, утка наглая. Утка. DuckDuckGo. Это Адакой Марина. Место, где мы были, Cooks Club Адакой. Для участия в этой регате я выбрал яхту Beneteau Oceanis 45. На ней я уже ходил и не один раз, но решение принимал по результатам этой яхты в прошлом году. Она была первая в своем дивизионе. Из вооружения на ней большая Генуя, которой 3 года, новый Грот и новый красивый Генакер. Потом увидите, что это. Палаточный городок в кокпите, конечно, не для гонок. Его мы демонтируем, когда придем в Göcek. А сейчас пошли смотреть, что внизу. Внизу огромная кают-компания. И даже телек висит. Конечно, его никто никогда не включает, но статуса добавляет. Есть полноценный камбуз и все необходимое для приготовления пищи. Только, к сожалению, желания не было. Это версия для владельца. На ней 3 каюты вместо привычных 4 и 2 санузла. Каюты, как видите, не маленькие. Санузел тоже приличного размера, с зеркалами и душевой кабиной. Классное решение – большое зеркало на выходе из яхты. Каждый может оценить, как он провел вечер перед тем, как подняться в кокпит. Этот стол, он опускается и превращается в одну большую кровать. Но об этом я участникам не говорил. Лучше спать вдвоем, и теплее, и у каждого свой уголок. А это все-таки общая зона. Носовая каюта на этой яхте прекрасная. По односторонней жеребьевке она досталась тактику, то есть мне. Важно, когда каждый участник команды ценит тактика и хочет сделать его жизнь лучше. Здесь отдельный санузел. Если честно, я бы лучше поселился в кормовой каюте, но чего не сделаешь ради команды. Вышли в море, у нас завтрак. Яйца, бутербродики. Погода хорошая. Рыба тоже ловится. Наша удочка а-ля Seashell Style. Такая. Идем на регату. Прибыли в Göcek. Göcek вот здесь. Находится в 25 минутах от аэропорта Даламат. В Göcek'е 6 марин, которые вмещают более 850 яхт. Поэтому вокруг лес из мачт. Ну и суперяхты тоже имеются. Температура воды в мае градусов 20, так что купаться норм. Осенью в Göcek'е температура воды градусов 26. В 1988 году Göcek объявлен зоной особой охраны. Запрещены высотные строения, что поддерживает уникальный масштаб и гармонию с природой. В Göcek'е проводится бот-шоу. Точнее, уже провели. Вот новая прекрасная Бавария 46 погонялась на регате Вольво. И вот теперь там пакеты вдуваются внутрь яхты. Жалко, конечно, пакетами заклеили, дырки нет. Но вообще дырка есть. И очень-таки не маленькая, это видно. Никогда не ходила, вообще прям навье-навье. Это яхт-клуб Göcek'а. Здесь у нас проходят ежедневные брифинги капитанов, и здесь же была коктейльная вечеринка сразу после брифинга и открытия регаты. А это Леха, наш шкипер. Выходим в море на первую тренировку. Для многих это первая регата в сезоне.
Поэтому нюансы тоже есть. Куда ты, блядь, сбрасываешь? Я же сказал, на один сбрасываешь. 3, 2, на один не должно ни сантиметра отпуститься. На один бросаешь все. Бросай все, один. Ты не сбросил. Один сбрасывай. Пару поворотов и уже лучше. Поставили гинакер. Тот самый. Новый и красивый. Его площадь 150 квадратных метров. На баке у нас Женька. Парень, который тянет 150 метров, как 15. На следующую регату уже попросил парус побольше. А то, говорит, скучно. В кокпите все упираются, веревки тянут, а он... Вот так вот люди время на регате проводят. В режиме загара. Слева Оля. Она на пианино. Она опытная, поэтому у нее лебедка механическая. Справа Аня. Она в первый раз на регате. В командном чате больше не отвечает. Наверное, последний. Но у нее был бонус – электрическая лебедка. А у нас первый гоночный день. Сначала брифинг, потом прогулка, кофе, завтрак и в 10:00 собираемся на яхте. В регате приняли участие 59 яхт и 475 участников. Она длится неделю, включая 2 тренировки и 4 полноценных гоночных дня. Яхты разделили на 6 дивизионов, в среднем по 10 яхт в каждом. Регата основана в 1999 году, посвящена Талону Арсалу. Это основатель Göcek Yacht Club. За 25 лет превратилась из локальной гонки в одну из крупнейших регат юго-западной Турции. Проводится в мае и осенью в честь Дня памяти Ататюрка, 10 ноября. А это наш старт. Стартовая процедура 5 минут. Каждая яхта должна найти себе место на воображаемой стартовой линии между судейским судном и буем. Если яхта пересекла линию раньше, это фальстарт, она должна вернуться. На старте часто орут, используя правила парусных гонок. Да, они есть, и там больше 100 страниц. Первый участок дистанции против ветра. Все сидят на борту, создают противовес. Потом яхты идут по ветру. Пора доставать гинакер. Сделать это нужно быстро. Косяки тоже бывают, и тогда нужно успеть поймать тактичную критику от тактика. Я вообще всегда крайне сдержан. Посмотрите на Леху, у него даже выражение лица не меняется. Все ровно, отлично идем. А это мы подходим к нижнему знаку. Здесь нужно убрать 150 метров гинакера и поставить геную. В общем, процессов много, и можно что-то забыть. Но тактичная критика всегда поможет вспомнить. Отлично сходили. Все в жопе вообще. Короче, ребятушки, подвали немножко, подвали. Гигоскоп потрави гигоскоп быстрее. Все отлично, Леш, не так сильно. Трим. Даня, трим. А это Даня, наш триммер. После регаты руки у него удлинились, но он счастлив. Первую гонку мы финишировали 4-ми из 10 яхт и ждали, пока финишируют остальные, так как судьи сказали, что нас ждет еще одна гонка. Связь судей с яхтами работает по рации. Все слышат информацию от судей, особенно те, кто включил рацию. Во второй гонке ветра стало побольше, и действовать нужно побыстрее, а это Саня. Всегда придет на помощь, особенно если тактично попросить. Это мы сразу не подняли гинакер наверх, а когда он наполнился ветром, сделать это очень тяжело. Видите, как Саня упирается? Поэтому рекомендую поднимать сразу и до конца. Вторая гонка с ветром была кайфовая. В этой гонке мы пришли вторыми и заняли 3-е место в нашем дивизионе из 10 яхт с равенством очков со 2-м местом и 2 очка до 1-го. Вечером пошли прогуляться и по традиции командный ужин. Но он остается за кадром. Там просто по-разному бывает. Утро на регате стандартно начинается с брифинга для капитанов. Команда за это время приходит в себя и ищет с видеокамерой ближайшую аптеку. Шутка, конечно, просто решил показать вам Göcek днем. Но в каждой шутке, знаете ли... Такая у вас красивая яхта. Сейчас, ребят, мы вас на Авито выложим. Все, подвали, Лешечка.
Первыми стартовали яхты из дивизиона ARC. На кадрах видно, как яхта выстраивается вдоль стартовой линии. Нам остается ждать старт и анализировать ситуацию на дистанции, чтобы понять, куда лучше идти, где больше ветра. Вот и наш старт. Яхты ходят достаточно близко друг к другу, иногда могут даже столкнуться. Гонка была очень интересная. По времени часа полтора. В ней мы финишировали пятыми, проиграв третьему месту всего 30 секунд. Каждая команда в первую очередь гоняется со временем. После финиша у яхты есть фактическое время финиша и есть скорректированное. Коэффициент включает в себя особенности каждой яхты, ее длину, вес, площадь парусов и так далее. Поэтому даже 1 секунда может разделить яхты в турнирной таблице. И такое часто бывает. Это старт второй гонки дня. Оп, оп, оп! Нет, не пустим! Дэмэдж будет! На видео снимаем! Будет пиздец! Быстрее такси! Быстрее такси! Каждый старт лучше снимать на видео. Когда кто-то заедет в борт, потом будет больше аргументов на протесте. Ну и правила, конечно, нужно знать. А мы пошли в лавировку к первому знаку. А ветер еще усилился. В общем, все стало активнее. В этой гонке мы пришли третьими, что сдвинуло нас на 4-е место в дивизионе с равенством очков с 3-м местом и 2 очками до 2-го места. До 1-го места было 6 очков, что много. Но мы не теряли надежды выиграть гонку, поэтому нужно было взбодрить команду и устроить аттракцион «Тарзанка». Смотрите. У нас сломалась платформа для купания, но это никого не остановило. Пришлось изобретать лифт. Хорошо хоть лебедка электрическая. А это тот самый последний прыжок в платформу. Гала-ужин и церемония награждения проходят в таком шатре. Все участники едят, тусят и выходят на сцену. Конечно, если что-то заслужили. Награждают только 1-е место. 2-е и 3-е просто называют. Женька даже решил билеты посмотреть. Поэтому идея занять 1-е место каждый вечер напоминала о себе. Особенно, когда ты просто пришел и похлопал остальным. Даже несмотря на то, что был 2-м и 3-м. Новый гоночный день был с плохим прогнозом. Ветра мало. Гонка планировалась одна, длинная по маршруту вокруг островов. Все еле ушли со старта, включая нас. Но когда вышли из залива, с ветром стало повеселее, и все достаточно бодро начали проходить дистанцию. Было напряженно, и эту гонку мы выиграли. 1-е место, даже без пересчета, фактически по пересечению финишной линии. Такой результат снова вернул нас на 2-е место в нашем дивизионе из 10 яхт. Но было равенство очков с 3-м местом и целых 7 очков до 1-го, что, конечно, пропасть. Поэтому задача на следующий день стояла удержать свое 2-е место. И вот он, решающий день. Ветра также было немного, и нам объявили одну гонку вокруг островов, часа примерно на 1,5. Со старта мы держались хорошо, но пара тактических ошибок отбросила нас до 5-го места в гонке. Конечно, мы не думали сдаваться.
и бились до конца. Добирай с такси, руками быстрее. Добирай. На финише между островов все яхты собрались. И непонятно было, кто впереди, а кто сзади. Нужно было действовать быстро. В результате многие яхты нас пересчитали. И мы заняли 7-е место. Это худший результат из всех гонок. Автоматически мы слетели со 2-го места и заняли 4-е место по итогам всех гонок. При этом одинаковое количество очков с 3-м местом, 1 очко до 2-го места, что, конечно, обидно. 1-е место заняла яхта Хуана с уверенным отрывом в 8 очков. Мы, конечно, приуныли, но пошли на награждение. Ведь нам предстояло выйти на сцену и получить свой кубок за 1-е место. Видео мы, конечно, не сняли, но хотя бы фотка есть. Наша регата подошла к концу. У нас было 6 крутых гонок, 4 гоночных дня, правильно? Ты меня поправляй просто. Просто мы только что ехали на яхте 6,5 часов. С 6 утра. С 6 утра. А сейчас нам еще ехать на машине еще 3 часа. Вот, поэтому у меня немножко уже так... Поэтому мы это видео записываем уже 4-й раз. Путаются мысли, да. Расскажи про регату. Ты же первый раз была на регате. Регата очень понравилась. Действительно, очень много гонок, много ветра, классная команда. Поэтому было так динамично, здорово. Вот. Были, конечно, нюансы. Да, но больше эту команду мы не видели. Они сразу разбежались. Да, отзывов не будет, вот только один. Вот человек точно там был, там есть фотографии, ну и дальше видео тоже будет видно. Вот, точно была, то есть как бы все прям регата, это интересно. Кстати, на канале есть еще ролик про регату Marmaris Race Week, достаточно большой, ну такой как этот примерно. И мне вот лично больше нравится регата Гёчек. А мне, в принципе, Гёчек больше нравится, чем Мармарис, потому что это такая уютная, красивая, чистая деревушка, где много красивых и вкусных ресторанов, магазинчиков, суперяхт. Все, хватит. Все, нам надо ехать. Да, мы поехали. Все, мы поехали. Пока. На регату мы летели из Москвы в Стамбул, брали машину и ехали в Мармарис через Измир. Нашли неплохой отель в Измире. Рум-тур по нашему руму. Такой санузел. Душевая у нас есть такая. И номер прям большой. Single bed. Шкаф. Ну и столик и стул. Ну, в смысле, Линда на стуле. А еще нам проапгрейдили. Мы достали вот эту вот камеру. Я такой, надо вам, короче, апгрейд делать. Ну и сделали нам такой апгрейд. Небольшой вид. Ну, прям вид прям на маяк. Правда, окна грязные. Так что в целом прям хороший номер. Да? В Измире мы в первый раз, поэтому было интересно. Население, как оказалось, 4,5 миллиона человек. А еще это второй по величине морской порт Турции. После Стамбула, разумеется. Это, кстати, вид из ресторана, где в нашем отеле был завтрак. Береговая охрана. Какой-то бестолковый порт, потому что в нем это старое здание береговой охраны. Тут, короче, рыбаки, порт для рыбаков. Тусят рыбаки, ловят барабульку, которую потом в ресторане продают. Полицейские, смотри, такие модные. Это, кстати, достопримечательность номер 3 или 4 по версии TripAdvisor.
в Измире. Поднялись. А куда мы поднялись? Кадификале. Шикарный вид. Самая высокая точка Измира. Тот случай, когда дрон не сильно нужен, но с ним было бы неплохо. Заходим внутрь Кадификале. Похоже на Аланию. В Алании есть такая же крепость. Ну, не знаю, мне кажется, там хороший вид. Пасутся козы. Зацепилась, смотри. Зацепилась этим ошейником за рог. А что, не убегают от нас? Кадификале точно рекомендую посетить. Ничего интересного, да? После входа в эту арку идите направо и поднимайтесь по этой лестнице. Не благодарите, я сэкономил вам минут 40. Кайф. В общем, у нас забрали нашу большую камеру. Сказали, а что у вас тут так все как-то профессионально? Мы достали нашу Маню-Пуську. В целом интересная выставка, но очень холодно. Мы очень сильно замерзли. Но вообще есть на что посмотреть, то есть влияние. Оказывается, в Турции есть художники, которые писали в стиле импрессионистов, учились в европейской школе, поэтому вполне себе достойная история. Ну и, конечно, есть вот эти вот лютые портреты, как обычно. Известных и не очень известных, но богатых людей. Да, но я не знаю, как сюда можно идти летом, когда, ну, в смысле, вообще в июле, когда здесь плюс 40, это и в футболке, и в шортах. Ну, вот хотя бы в этих жилетках, но очень холодно, 18 градусов. Но выставка не очень большая. Минут, наверное, 20 у нас ушло, поэтому... А это, между прочим, достопримечательность номер 1 в Измире по версии TripAdvisor. Так что обязательно надо посетить. Дорога из Мармариса в Стамбул через Измир 7 часов. Дорога платная, но классная. Меньше 150 мы даже не ехали. Дорога примерно 100 евро туда-обратно. Автомобиль в аренду 250 евро на 10 дней. И куча рейсов в Стамбул, откуда угодно. Ну и, конечно, красивые пейзажи, особенно мосты. А мы полетели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и присоединяйтесь к регатам вместе с Yachtbook.